Я приветствую зрителей моего канала, приветствую Машу, Мари, говори. Привет. Вот, так как случился невероятный успех у нашей предыдущей сюжета, эфира, так что неизбежен был второй. Машенька, как ты поживаешь? У тебя замечательные волосы. Или Спасибо большое. Я осознала себя как розоволосая. Понятно. Розоволосая. Зрители канала очень интересуются, собственно говоря, как ты живешь и как ты проводишь время. Я провожу время очень интересно. Я не скажу, что с какой-то большой практической пользой, но с духовной пользой. Я тут недавно сходила на митинг в честь дня рождения Алексея Навального и почерпнула для себя определенный духовный рост. Здесь возникает два вопроса. Первый вопрос, собственно говоря, как прошел митинг, логически. Было на самом деле удивительно много людей для Таллина, чтобы просто пришли в честь дня рождения Навального в Таллине. Казалось бы, это не Москва, не Питер. Неожиданно много людей, очень много людей выступали люди совершенно неожиданные. Допустим, девушка, которую я видела на митинге ЛГБТ, она трансгендерная, и она выступала на митинге Навального в том числе, и просто потому что люди, которым нужна поддержка, которые чувствуют, что их голоса там не услышаны, они начинают все поддерживать друг друга, и это не может не радовать. Вот в Европе, когда я тут вижу, когда люди объединяются по классным причинам, по нужным причинам, это не может не радовать, конечно. Слушай, Таллин достаточно город, там 400 тысяч, по-моему, или 500 населения. А сколько было народу на митинге? Мне очень плохо с счетом, я хожу на другие митинги, сравнительно с другими митингами, где-то раза в 3 побольше. Это в честь дня рождения был, да? Да, это 4 июня, как в честь дня рождения. Это просто митинг, который был в день рождения Навального, но, конечно, он был за освобождение всех политических заключенных, которые находятся в России, и, конечно, против войны, потому что Алексей Навальный и те политзаключенные, которые проводят сейчас свою жизнь в нечеловеческих условиях, из-за того, что они не поддерживали войну, из-за того, что они были против войны, конечно же, этот митинг в том числе очень сильно антивоенный. То есть очень много было слов про то, чтобы выводить уже войска из Украины и выводить людей из тюрьмы, кто против этой войны. Ну да, не исключено, что это будет как-то синхронизировано, хотя тут, как говорится, возможны варианты. Слушай, и, соответственно, второй вопрос возникает, как ты, в общем-то, относишься к Навальному? Отчасти, конечно, вопрос риторический, потому что, понятно, если ты относилась плохо, то или как-то никак, то ты, наверное, не пошла бы на митинг. Но тут вопрос про нюансы. Что ты вообще думаешь о нем как о человеке, как о явлении и так далее, и так далее? Вообще, на самом деле, вполне я могу ничего не чувствовать и все равно ходить на митинги, что я успешно делала в России, когда жила. Я ходила на каждый митинг, и эмоционально, лично к Навальному и к его команде я не испытывала примерно никаких чувств. То есть мне было выгодно, я такой рациональный человек. Я такая, так, эти ребята представляют мою политическую, волю. Они, в принципе, то, как я думаю, эти люди, в принципе, меня представляют. Я их буду поддерживать, я буду работать на то, чтобы именно эти ребята пришли к власти, потому что они говорят и делают те вещи, которые мне очень нравятся, которые как-то меня репрезентуют, меня, моих друзей, мой, социальный слой. И я хожу на все митинги, чтобы моя жизнь в стране была лучше. И я себя очень сильно ассоциировала и продолжаю с Россией, и мне хотелось как-то сделать мир вокруг себя получше, чтобы у нас не было коррупции, чтобы у нас все хорошо было и ничего плохого не было. И поэтому я поддерживала Навального и его команду из исключительно своих рациональных побуждений, меркантильных, чтобы жизнь получше была. А потом, конечно, когда начали происходить, какие-то кошмарные события, типа его пытались ослепить, когда ему зеленкой в глаза прыснули. Абсолютно ужасные вещи. Я уж, конечно же, не говорю о конкретно попытке убийства. Его отравили новичком, и после этого я такая, окей. Сейчас, по истечении стольких лет, я работаю читателем, его сайта и зрителем его канала, думаю, да, теперь я что-то действительно эмоционально чувствую.
Но что ж теперь Лет назад это все у тебя возникло это движение души и радости, и ума. Когда ты начала это поддерживать? Ну, поддерживать Навального я начала где-то, наверное, в 16-17 году, вот когда он активно начал уже президентскую кампанию, и вот чуть-чуть перед этим, когда вот его YouTube-канал стал очень активно развиваться, потом примерно одновременно с этим мой канал стал активно развиваться, и я даже выиграла, я заняла призовое 3-е место, чем очень горжусь. У него был конкурс блогеров, и я там заняла 3-е место, я 3-й блогер. И приз был? Или грант? Да, денежный приз был. Я купила себе компьютер, по-моему. Ну вот у меня бабушка была, извиняюсь, что я так быстро махнул. Бабушка была революционерка. Она 1902 была рождения. Соответственно, тогда ранее все были. И, соответственно, еще уже к революции, пролетарской, уже была революционером в 15 лет. Она родилась в Тифлисе, там вообще на солнце быстро, Тифлис от Тбилиси, там входила в Российскую империю. И вообще там на солнце быстро все так взрослели. Вот, она 15 лет была уже революционером, там в партию уже вступила. Тогда комсомола-то не было, сразу в партию. Но у нее вообще никаких иллюзий не было по поводу того, что надо выходить на улицы и требовать от царя, чтобы он сделал что-то хорошее. Она там сразу переходила к стрельбе, к беглой. Мысленно, во всяком случае. Я не присутствовал, как все происходило во времена революции, но когда я уже с бабушкой пересекся ненадолго, она умерла в 1981 году, то, в общем-то, там больше было про стрельбу беглую по врагам революции, чем про то, чтобы их убеждать. Как ты вообще считаешь, их можно было вообще в чем-то убедить? Собственно, безголовые эти товарищи, там, дикие, там, с дубинками. Что им можно было противопоставить вообще так-то? Я не считаю гуманным их отстреливать. Не знаю, а вот если это твои родственники, например, вот они поддерживают Путина, что и родственников отстреливать? Я тут говорю конкретно про силовое крыло, потому что я так думаю, что их отстреливать не понадобилось бы. Там парочку отстрелить, остальные бы сами разбежались как-то. Это же так работает, это же не то, что там нужно. Что они-то как раз не идейные, они за деньги. Если бы я знала какой-то гуманный способ, ладно, окей, действенный хотя бы в какой-то степени гуманный способ прекратить всю эту катастрофу, я бы уже сейчас бежала и делала. Очень много диванных, не знаю, там, политологов, революциологов, кто очень хорошо знает, кого там надо отстреливать, и на какие митинги надо было выходить и как. И эти люди пишут вполне себе россияне, которые могли бы, пожалуйста, ты знаешь как, иди. Я, может, что-то не понимаю, каждый год, хожу на митинги, веду, несколько каналов, развенчиваю там всякую пропаганду и так далее. Не знаю, моя борьба никого не отстреливать и как-то пытаться разговаривать с людьми на их языке, вот. Мне кажется, отстреливать последнее дело. Смотри, я вот тоже сижу на диване, а ты на фоне двуспальной кровати, что тебя выгодно от меня отличает. Но дело не в этом. А дело в том, что, я тут про бабушку, я говорю про ответ на действие, понимаешь? Потому что мирную историю противопоставить насилию, это немножко странно. Насилие всегда в такой случае это дело пересилит. Опять же, понятно, ты знаешь, во времена коронавируса все были специалисты по эпидемиологии, сейчас, соответственно, на диванах стали все специалистами по классовой борьбе, да? Кроме как к своему опыту обращаться, в общем, сложно. Но я припоминаю, был конец 80-х, были митинги, да, большие. Их, правда, не сильно разгоняли, так чего-то по лайту, да. Были большие митинги, я на митинги не ходил, честно скажу. Правда, я работал, у меня была отмазка, у меня был такой фулл-тайм загрузка. А вот когда уже случился 91 год, и нужно было ехать к Белому дому, и там уже было, в общем-то, вооруженное восстание, уже были баррикады, и были эти самые войска в Москве.
и были там вооруженные люди со всех сторон, ну, войска, понятно, по дефолту вооруженные были, так я туда вот поехал, да. Понятно, что закончиться могло все плохо, ну, прям совсем, потому что вы сами понимаете, что военные люди безбашенные, и когда, собственно говоря, здесь все зависело от приказа, да, которым был бы отдан, и те там пару сотен тысяч человек, которые были у дома, тогда это был Дом Советов в Москве на Красной Пресне, или просто танками передавили бы. Но вот в этот момент я поехал, потому что, в принципе, честно тебе скажу, что вне зависимости от того, на диване я или нет, и то ли бабушка мне это внушила, то ли я сам как-то своим дошел. Я понимал, что когда уже вооруженное противостояние возникает, в это дело стоит, собственно говоря, в этом как-то поучаствовать. А как-то вот я на самом деле на демонстрации тоже тогда не ходил. Имеешь право меня осудить. Я как раз не сторонник осуждения кого-либо за что-либо, и я не имею какого-то морального права сейчас сказать: слушайте, вы кто, остались в России, все, теперь этого, значит, таракана сносите, где там у вас воробей, пусть он его чик-чирик, да чик-чирик, а я тут каракатица так и пятится, так и пятится. Ну, типа, я не имею морального права такого говорить, тем более, что я сама за все годы жизни в России ни разу не взяла, не знаю, коктейль Молотова и никуда его не бросила. Вот такая вот у меня скучная судьба получилась. И я не думаю, что это в моей ситуации было бы реалистично, потому что я обращаюсь с оружием очень плохо. И пока я верила в какое-то мирное стечение конфликта, что мы всяк придем, поговорим, скажем: а может, вы уйдете, бандиты дорогие? Вот, а они такие: ну ладно, я, видимо, ошиблась, я не знаю, мы увидим. Да не, я не про ошибку, я про перспективы, потому что видишь, как оно все разворачивается. От маленькой какой-то истории, от насилия, которое было применено по отношению к мирным демонстрантам в России, да, видишь, перешли к большому насилию, применяют его сейчас в соседней стране, да. Кстати, там вооруженная оппозиция присутствует, российская, которая сейчас там постепенно отжимает какие-то российские территории. Ну, об этом мы, может быть, поговорим как в следующий раз. Давай про эту демонстрацию. Было насилие, не было насилия. Что в Таллине было? Давай мы вернемся. В Таллине было легкое эмоциональное и финансовое насилие. Пришли 3 провокатора. Во главе них была женщина, ее зовут Регина, по-моему, вот, но она там известная, то ли на Кремль работает, то ли непонятно, она стояла от них где-то вдалеке, спряталась, вот, а эти 3 чубрики, значит, стояли с бутербродами. Стоит женщина такая, у нее на картонной коробочке типа поднос, и вот стоит 4 бутерброда, я думаю, там было 6-7, вот, ну вот она стоит с этими 4 бутербродами, тут у них написано на этом подносе, значит, на этой картонной коробке: «Русский Навальный, сиди нахуй». Как бы она намекает своим гениальным юмором на то, что он однажды где-то там в эфире на радио сказал на вопрос: чей Крым? Он что-то там сказал: ну это же не бутерброд, чтобы... И все. И вот это вот привязался. Хотя он и до этого, и после этого говорил, что он не поддерживает аннексию Крыма. Крым не наш, он... Ну, никогда... правильно определила, что это провокаторы были. Ну, понятно, что это. Ну, бесит же. Вот в чем дело. И я подошла к ним поговорить. Вот. И я подошла с телефоном, я спросила: вас можно поснимать? Они такие: да, конечно, можно нас поснимать. Я спросила у них, зачем они вот поддерживают войну, если, ну, как бы, человек, который сидит в тюрьме просто из-за того, что он мешал начать войну, его посадили ровно перед войной, это видно политзаключенный. Вот, мы все тут выступаем против наличия политзаключенных в России, которые, значит, выступали против войны. А они тут: да нет, политзаключенные, которые против войны, сидите, продолжайте сидеть. Это же явно поддержка всего плохого и поддержка фашизма самая прямая. Я спрашиваю: вы что такие плохие? Вы зачем это? Вы что фигней занимаетесь? И шли бы, не знаю, улицы подмели, бабушку через дорогу перевели. Ни хрена себе, зачем вы это все делаете? С бутербродами пришли. В какой-то момент, ну, они мне как-то отвечали тоже, ну,
Мы, кстати, достаточно вежливо разговаривали, но в какой-то момент они перестали вежливо разговаривать. И я, чтобы запомнить лучше, что у меня камера так снимает, не очень, чтобы лучше ее запомнить лицо, я чуть поближе поднесла к ее лицу, чтобы в интернет, думаю, выложу. Пусть все знают своих героев, значит, кто эта женщина. Думаю, выложу. Я так и не выложила, но хотелось снять, чтобы она увидела. Ну, все снимали всех. Ну, то есть там как-то перепалка, и вот тут у нас один, второй человек, третий, и вокруг нас уже какой-то круг, тусовка, люди уже подключаются к нашему разговору. Вот, и она выхватывает у меня телефон, и как хрясь его об асфальт. Вот где мы стояли, и она прям вот мой телефон, на который я снимала, так бам. Вот, такой я человек. Против насилия, представляете? Кончилось. Но они такие, ну мы пойдем, нас здесь не любят. И оставили этот поднос. Ну что, я его выбросила. А надо было съесть. Ну, мало ли, а если бы там какой-нибудь что-нибудь подсыпали. Ну, видишь, телефон бахнули, ну, понимаешь, с одной стороны, в Европах, конечно, потасовку устраивать нехорошо, но с другой стороны, может и треснуть ей стоило так-то для профилактики. Такого рода публика ничего, кроме пиздюлей, не понимает. Ты думаешь, что до них что-то дойдет? Ну, даже если она там 3 копейки получает там от КГБ, да, а в следующий раз не пошла бы. Очень сложно быть как бы против войны и за агрессию одновременно. У меня начинается когнитивный диссонанс, я плохо себя чувствую. Эту работу, конечно, делают за нас, за вас сейчас вооруженные силы Украины, да, и те русские части, которые там ездят. Ну, может быть, действительно так поделены эти обязанности. А что ты считаешь, нужно делать, чтобы как-то приблизить и конец войны, и приблизить выпиливание всех этих персонажей, которые эту войну устроили, и так далее, и так далее? Что нужно делать? Вот лично? Во-первых, мне кажется, не стыдно донатить ВСУ на, по крайней мере, медицину, на то, чтобы лечить раненых, вот, и на восстановление. Это все не стыдно делать. Не стыдно вести антипропаганду, потому что чем больше мы говорим, тем больше вот это все кажется вам, что вот вы что-нибудь скажете, один репост, один какой-нибудь комментарий, один ответ вашей тети, которая там поддерживает Путина, что это ничего не решает, это все заблуждение. Когда много человек одновременно это делают, это работает. И несмотря там на то, что мы все говорим, все эти власти против вообще здравого смысла и все такое, если вы повнимательнее посмотрите на ситуацию, то выяснится, что они по-прежнему чуть-чуть одним мизинчиком-то держатся за легитимность. И немножко иногда говорят, что у нас вообще демократия. Зачем-то им это нужно? И нужно лишить их вот этой вот легитимности. Пусть медленно, но они это тоже не в один день сделали. Вот вспомните 2001 год. Никто бы не сказал, каким будет 2022, так ведь? Они тоже не за один день это все сделали. Поэтому нам нужно просто каждый день делать один шаг против пропаганды и каждый день помогать как-либо финансово. Как вы можете помочь финансово, значит? Вы можете сдонатить Медиазоне, например, которая освещает это все. И куча еще других правозащитных организаций, куда вы можете просто отослать денег. Вы можете быть волонтером. Можете быть волонтером ФБК, которые запустили такую подпольную сеть штабов. Я не в курсе, как это работает, потому что я нахожусь за пределами страны. Я знаю, что какая-то деятельность ведется, но кем и как, это настолько большой секрет, что вас никто тут... Ну, тут, по-моему, надо быть аккуратнее, потому что люди могут подставиться, это может быть провокация. Тут как бы вот с... Так тут в том-то и дело, что они все делают тайно. Приехать на много-много лет. Ну, чем больше тайны, тем больше срок. Это дело. Ладно, окей. Это мы вырежем. Ну, не надо вырезать, но мы сказали свои опасения. Да, ну, понятно, на свой страх и риск. Ну что, вообще жить тяжело. И самое главное, что надо сделать в этой ситуации всем, это вот в любой ситуации попробовать продолжать оставаться человеком, потому что Навальный сейчас живет в абсолютно нечеловеческих условиях. Это коробка с ледяной грязной водой, и больше никакой воды нет.
у него ничего нет, к нему подселяют какую-то бациллу грубую, это ну, просто дикий человек и так далее. У него очень-очень много различных психологических и физических пыток. Он кормит какой-то парашей, и он все равно находит в себе силы шутить, отправлять жене милое сообщение и поддерживать других политзаключенных. Вот с него надо брать пример, как можно остаться человеком в самой вообще неподходящей для этого ситуации. Вот. И если каждый день вставать и делать какие-то повседневные рутинные дела и попытаться сохранить в себе то, что пропаганда хочет из вас ложечкой выковырять, все хорошее, все интеллигентное, весь, может, пацифизм кому-то не нравится такое слово, ну, какое-то миролюбие, все хотят из вас выковырять, а вы спрячьте в ящичек все глубоко и сохраняете. Вот. Нужно просто заниматься каждый день маленькими хорошими делами и кушать хорошо тоже. Я бы на этом патетическом моменте бы даже начал завершать наш сюжет, пообещав, что мы вернемся. Но надо сказать, что кому-то тут бредки тоже придется выбить, когда там будут стоять, под осинами будут стоять достойные этого люди, но я понимаю, ты это делать не будешь. Но тем... Может, и буду, я не первая начну, вот в чем дело. Да. Не последняя вступлю, но я не первая начну. Я имею в виду порядки выбить, когда уже все будут стоять с веревками на шее на Красной площади, потому что то, что они сейчас устроили, это, конечно, цивилизованный мир их готов посадить надолго в тюрьму, в Гааге, я имею в виду зачинатели войны и так далее. Но не факт, что первый до них дойдет вот этот цивилизованный мир с культурными традициями и с интеллигентными полицейскими. Думаете, свои? Ну, я думаю, что свои-то развесит все-таки. Мы за мир во всем мире, и мы последовательны. Давай пообещаем вернуться и попросим наших благодарных зрителей поставить лайки, сделать все хорошее, написать комментарии, перепосты. Если еще раз позовете, с удовольствием приду. Пожалуйста, поставьте лайк, если вам понравилось, и напишите какой-нибудь комментарий, я их все прочитаю тоже. Да, я даже, может быть, отвечу. Я на прошлое отвечал. Ну вот, с почином. С почином, да.